Всем привет, с вами канал Mobile S. Сегодня я буду представлять вам обзор видеокарты, может даже видеоадаптера GT 730 от производителя Gigabyte. Покажу тесты в играх, или может вообще нельзя играть на этой видеокарте. Может она только для офиса? Все узнаете в этом видео. Коробка от видеокарты выглядит неплохо. Сама коробка довольно-таки красивая. Сзади указаны все ее характеристики. Ну, почти все. Давайте откроем коробку. Открываем отсюда. Вот наш видеоадаптер. Дальше в коробке находится инструкция. А здесь указаны порты и диск с драйверами. Но я у себя устанавливал драйвера с помощью приложения GeForce Experience. Потому что у меня нету дисковода, и поэтому воспользовался этой программой. Достаем видеокарту из пакетика. Вот она. Выглядит совсем простенько и незамысловато. Здесь все заглушки на месте. Можно их снять. Если какой-то порт не используете, то можно заглушку, кстати говоря, обратно положить. Обратно засунуть в разъем. По разъемам здесь имеется HDMI, VGA и DVI-D. И причем нужно обращать внимание, потому что если у вас монитор с кабелем DVI-I, насколько я знаю, то сюда он никак не подойдет. Так что это нужно иметь в виду. Вентилятор присутствует. Крутится, в принципе, неплохо. Вот такой радиатор. Он, кстати говоря, тонкий. Но сама видеокарта сильно не греется. Вот плата. 2 чипа питания. Скорее чипы памяти, нежели питания. Эту видеокарту я покупал на замену своей GT 610. Вот она, старая GT 610. Кстати говоря, тоже от Гигабайта. Но у нее память только на 1 гигабайт. Вот как они выглядят. Аккуратно. В общем, разница в размерах налицо. Технические характеристики видеокарты GT 730. Интерфейс PCI Express 2.0, техпроцесс 28 нанометров, максимальное разрешение 4096 на 2160, частота ГП 902 МГц, видеопамять 2 ГБ GDDR5, частота видеопамяти 5000 МГц, шина 64 бит, версия HDMI 1.4a, число универсальных процессоров 384, версия шейдеров 5.0, поддержка стандартов DirectX 12, OpenGL 4.4. Также присутствует поддержка CUDA и Vulkan.
Сейчас я записываю этот фрагмент с помощью своей петлички, и я надеюсь, звук будет адекватным. Тестировать видеокарту я буду на процессоре Intel Core i3-3240 с частотой 3,40 ГГц, 2 ядра и 4 потока, без разгона. Игры будут запущены на жестком диске Western Digital на 2 терабайта, серия Green. Видеокарта не разгонялась. Игра GTA 5. Full HD разрешение, минимальные настройки графики, без сглаживания. Количество кадров вы можете смотреть в правом верхнем углу моего монитора. Игра показывает днем в городе около 25 FPS с просадками до 23-22. За городом показывает в среднем 35 кадров в секунду. Бывают мелкие просадки из-за мелких каких-то ситуаций. Во время жестких перестрелок взрывов FPS может опускаться до 17-15. Но я считаю, это не так уж и плохо для такой видеокарты. Ночью FPS почти одинаковый в сравнении с днем. Fallout 4. Разрешение 1280 на 720. Минимальные настройки графики. Full HD эта видеокарта на этой игре нормально не тянет. Точнее говоря, тянет с 15 кадрами в секунду. Игра в HD разрешении выдает от 29 до 35-40 FPS. Это неплохой результат, но жаль, что только в 720p. В перестрелках возможны просадки до 23-22 FPS. В хорошо освещенных комнатах FPS может просесть примерно до 17-15 кадров. World of Tanks. Вот что действительно хорошо тянет эта видеокарта. Низко-средние настройки графики. Игра показывает от 60 до 110 кадров в секунду.
но в основном держится на уровне 65, 70, 80 кадров. Во время вытаскивания катки FPS может просесть до 40-35. Хорошо тянет, но не на улучшенной графике. И, кстати говоря, стоит SD клиент. Truck Simulator 2. Full HD разрешение, в основном низкие настройки графики, масштаб текстур 100%. Игра в основном выдает около 30 кадров в секунду. При прохождении освещенного тоннеля в игре FPS может показать 25-22 кадра. Ночью показывает от 23 до 28 FPS. Играть можно и даже допустимо сказать комфортно. Metro Last Light, не редакс, как всегда Full HD минималки. Игра выдает от 22 до 35 в некоторых местах, в основном 23, 27, 30 FPS. Игру пройти на такой видеокарте возможно.
Unturned. Если вы не знаете, что это за игра, то я вам скажу, что это простая инди-игра на движке Unity. Разрешение Full HD, средние настройки графики, некоторые поставлены до высоких. Игра выдает от 30 до 45 кадров в секунду. Если посмотреть на небо, то можно словить все 60. Играть разрешается. Вывод про видеокарту GT 730. Это видеокарта бюджетного сегмента, очень бюджетного. Она неплохо тянет новинки 2016 года даже. Я даже сказал бы, она кое-как тянет их, даже на минималках. Но все-таки некоторые игры, как Fallout 4, все-таки придется поиграть в 720p. Увы, но Full HD не суждено потянуть этой видеокарте. Эта видеокарта отлично подойдет для офиса. Эту видеокарту я покупал, ну, не для офиса, а скорее для игр. Просто у меня нету денег. Я хотел взять GT 740 на 2 гигабайта и шиной 128 бит. Я хотел взять, но у меня просто не было денег. И я вот планировал сначала вот эту видеокарту купить, а потом захотелось GT 740. Начал копить деньги, копил, не смог накопить, и прям я вот играл на своей вот GT 610, это просто кусок унылого УГ. Просто кусок УГ. На ней просто невозможно играть, даже с моим процессором. Я знаю, у меня не самый лучший процессор. Возможно, с другим процессором GTA 5 потянуло бы большие настройки, но, увы, так сложилось. Увы, такой у меня комп. И хочу сказать то, что это неплохой вариант, если вы любитель играть на минимальных настройках. Если вы знаете, что такое 15 FPS, если вы знаете, что такое 20 FPS, то этой видеокарты вам покажется неплохо. А если вы игрок с очень большим стажем и вы привыкли к высоким FPS, там под 60-70, я не буду говорить о даже 30, если вы привыкли к 60, то эта видеокарта покажется вам слишком огрызком. Это просто огрызок. Это просто затычка, как говорят некоторые. Но эта видеокарта, ну, достойна на право существования.
Но главный минус ее то, что шина 64 бит и сам графический процессор он слабоват. 902 МГц это все-таки маловато. Если у вас есть деньги, то я бы советовал бы купить GT 740 с 2 гигабайтами, GDDR5, 128 бит и все прочее. Там, кстати, даже еще PCI Express версии 3.0 есть, представляете? А если у вас еще есть деньги, то можно купить уже GT 1030 от MSI Aero ITX. Насколько я знаю, она так называется. Она лучше, чем 740, лучше, тем более, лучше, чем 730, вот эта вот GT-шка. И я думаю, через год поменяю все-таки на 1030, вот как раз на эту самую MSI. Но надо уже усердно копить деньги со школьных завтраков. Ну, вы меня понимаете. В общем, в конце хочу сказать, если у вас реально денег просто впритык, но вы хотите играть, вы любите играть, хоть не обязательно играть в GTA 5, можете играть во всякие инди-игрушки, но просто у вас графического процессора не хватает, то если у вас нету денег, короче говоря, то я вам советую эту видеокарту, просто советую. Она свои деньги отрабатывает почти на 100%, можно сказать даже на 90%. Она отрабатывает свои деньги. Но учитывайте то, что от этой видеокарты не нужно ждать сверхъестественного, это простая затычка. Не нужно слушать сказки. Все равно она некоторые игры тянет на минималках, причем неплохой FPS там в 25, в 30, в некоторых местах 25. Ладно, в замесах там 15 FPS, старая добрая. И все в этом духе. Если у вас нету денег, покупайте. Если у вас есть деньги, купите 740-ю со 128 бит шиной. Купите 1030. А если у вас еще больше денег, то купите уже 750 Ti. А тогда, если у вас еще больше денег, то уже стоит задуматься о покупке 1080 Ti. В общем, вы слышали, что я сказал? С вами был канал Mobile S. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания и всем пока.